сэр. Спасибо. Скотти, есть новости о Лексингтоне? Да, экипаж спасся, но им пришлось бросить корабль. 8. Потеряно 8 звездолетов. Изучение аккреционного диска – опасное занятие. Попали в плазменный джет. Ну хотя бы нет пострадавших. Но они есть. Лексингтон. Предупредите все ближайшие цивилизации, чтобы они избегали эту систему. Есть, сэр. Так, средняя вахта, это все. Можете быть свободны. Добрый вечер, мистер Скотт. И тут он говорит. Вряд ли это можно исправить обычными методами. Ну, спокойной ночи. А Эльза? Куда это ты идешь? Мы собирались в комнату отдыха. Пойдем с нами. Меня зовет кроватка. Меня зовет водка мартини. Такому сильному зову сложно сопротивляться. Пойдешь в другой раз? Да, конечно. Спокойной ночи. И тебе. Все в полном порядке, сэр. Трудитесь 2 смены, мистер Чехов? Похоже, кто-то действительно хочет повышения. Докладывайте. Пробоина, капитан. Нос, палуба 4. Пробоина? Метеороид, капитан, двигался с около световой скоростью. А это невозможно? Изолировать секцию. Вызвать ремонтные бригады. Докладывать обо всех пострадавших. Инженеры, палуба 4. Что случилось? Столкновение с метеороидом, палуба 4. Повторяю, инженеры, палуба 4. Навигационный дефлектор должен был уловить его, сэр. Мистер Десаль, есть что-нибудь? Это Скотт наконец-то спустился. Инженер с 4-й палубы докладывает о пробоине более 2 метров шириной. Но они не могут найти это. Найти что? То, что сумело пробить дыру. Там ничего нет. Капитан, фиксирую новое повреждение внутренних переборок. Палуба 4? Да, сэр. Кормовая стена, секция 3. Капитан, теперь с палубы 5 докладывает о пробоине. На потолке, сэр. На все палубы. На борту посторонний. Всем палубам угроза вторжения. Повторяю, у нас на борту посторонний. Повторяю, всем палубам угроза вторжения. У нас на борту посторонний. Космос. Последний рубеж. Это путешествие корабля Enterprise. Он продолжает миссию исследования неизвестных новых миров, поиска новой жизни и новых цивилизаций. Поход туда, куда не ступала нога человека. Звездный путь продолжается. Основан на сериале Джина Роденберри «Звездный путь». В главных ролях Вик Миньона, Тодд Хаберкорн в роли мистера Спока, Чак Хубер в роли доктора Маккоя и Крис Духан в роли мистера Скотта. Не суйся меж драконов. Журнал капитана, звездная дата 6257.4. Что-то или кто-то пропорол нашу внешнюю обшивку и продолжает двигаться сквозь Enterprise. Капитан, что бы это ни было, оно повредило достаточное количество кабелей, чтобы поставить под угрозу нашу энергосистему. Подтверждаю, двигатели отключились. Тейлор, мостику. Мостик, пожалуйста, ответьте. Мичман, что случилось? Капитан, чужак в моей каюте. Уже идем. Сэр, я думаю, я мог бы помочь? Да, сэр.
Эй? Кат, оставайтесь здесь. Дикерсон, вперед. Простите, сэр. Что это было? Что вы видели? Оно было огромное и выглядело как... камень. Я швырнула этим в него, и оно убежало. Послушайте, вам лучше отправиться в лазарет, пусть доктор Маккой вас осмотрит. Нет, сэр, я в порядке, просто я немного испугалась. Ну, разумеется. Пожалуйста. Пожалуйста, найдите его. Капитан, в коридоре. Спок? Показания не фиксируются, сэр. Поразительно. Что ты? Вы меня понимаете? Кирк транспортаторный. Уилсон на связи, сэр. Хорошо. Как вы с внутрикорабельным перемещением? Ну, я как бы эксперт. Отлично. Чужак находится рядом со мной. Наведитесь и уберите его отсюда. Капитан, но я не фиксирую ничего, на что можно навестись. Чужак, вероятно, генерирует некий сенсорный барьер. Сэр. Просто идея. Нет! Мичман, вы же не должны быть сейчас на дежурстве. Простите, капитан, не могла уснуть. Наш гость производит сильное впечатление. Да уж. Бонс? Это камень. Мы считаем, что существо может скрываться от наших сканеров временами. Я сумел обнаружить несколько сердец, бьющихся с разной частотой. Нет легких. Значительное количество солей, и это все. Тут просто не хватает данных. Я тоже озадачен его биологией. Его экзоскелет довольно устрашающий. Сложные органические полимерные цепочки перемешаны с прочными металлами и минералами. Я не в состоянии вычислить, как оно передвигается на таких высоких скоростях, хотя оно, очевидно, способно на это. Также я не в состоянии определить, как оно выживает в космическом вакууме, хотя оно, очевидно, может. Оно может быть разновидностью кочевых экстремофилов. Экстремофилов? Ранее мы уже встречались с косможизнью, обитающей в космосе организме, не нуждающейся в атмосфере для выживания. Джентльмен, мы знаем, что оно здесь. Вопрос в том, почему.
С помощью лейтенанта Ухуры я попытаюсь перенастроить универсальные корабельные переводчики на компенсацию необычной вокализации существа. Сэр? Ты первый человек, с которым она столкнулась. Все в порядке. Мне жаль, если я сделала тебе больно. Как тебя зовут? У тебя есть имя? Узди. Это Узди. Спроси его, почему она вломилась в корабль. Узди, почему ты пришел сюда? Моя делать больно. Это еще что? Спок, будь здесь. Чем бы оно ни было, оно пытается общаться. Или пытается угрожать. Мистер Соло? Не другой чужак, сэр. Больше похоже на управляемую ударную волну, направленную на Энтерпрайз. Это было сильнее, чем прошлое. Это двухкомпонентная волна, сэр. Одна проникла внутрь, одна отразилась обратно. Эхолокация. Это разновидность эхолокации, капитан. Кто-то что-то ищет. Лейтенант, можете ли вы определить источник импульсов? Да, сэр. Думаю, что смогу вычислить источник. Капитан, приближается еще одна волна, и это отличается, она намного мощнее. Маневровые двигатели, резко право на борт. Слишком быстрые, сэр. Больше мощности на передние щиты. Ты непослушная малявка! Мистер Спок, ваше оружие! Сэр? Я тут главный! Ты будешь меня уважать! Стойте! Пожалуйста, стойте! Вы делаете ему больно! Видишь, на что ты меня вынудил? Коммодор Спок, что у вас? Спок, отвечай мне! Никто не чувствует ничего необычного. Я чувствую подозрительность, сэр. Практически паранойю? Да, да. Страх. Негодование? Лазарет мостику. Капитан, вам лучше спуститься сюда. Что случилось? У него сломаны ребра, разорвана селезенка. Думаю, что это селезенка. У меня нет времени на шуточки, доктор. Как и у меня. Что бы это ни были за волны, на Спока они влияют во много раз сильнее. Мезиофронтальная кора головного мозга подавляет вулканцев эмоций. На его перегружено так, что, боюсь, он может просто выгореть. Капитан. Заприте меня. Я должен быть изолирован. Спок. Маккой пытается выяснить. Нет.
Я крайне опасен. Так далеко намерение. Спок, гнев, который ты чувствуешь, мы все его чувствуем. Энергетические волны каким-то... Но у меня они проникли глубже. В ту часть, которую не делю ни с кем. Больше, чем моя человеческая половина. Они пробуждают примитивную, дикую сторону моего вулканского ума. Это тьма, которую я не могу контролировать. Мостик к капитану Кирку. Что? Приближается еще одна энергетическая волна, капитан. Показания зашкаливают. Установить передний щиты на максимум. Контакт через 6 секунд. Вы должны остановить меня любой ценой. Я не смогу контролировать то, что буду делать. Узди посмел прятаться? Охрана в лазарет! Спок! Капитан! Бросьте его на гауптвахту. Джим, ты не можешь его запереть? Он сам просил. Это мой корабль. И я буду решать, как наказывать за неподчинение. Наказание? Джим, он не в себе. Так же, как и ты. Лазарет его и свяжите покрепче. Но в следующий раз... Спок ли это? Или какая-нибудь козявка? Или судовой врач? Я решаю. Это ясно? Совершенно. Сэр. Ай! Нельзя так анализировать триакселированный сигнал. Простите. Если не можете следовать инструкциям, то вы недостойны этой формы. Знаешь, смотреть надо, куда лезешь. Че, правда? Ну-ну. Где эта штука? Ну? Сэр, мы обнаружили источник волн. Это корабль в 10 тысячах километров. Корабль? Слушай сюда. Единственное, что имеет значение, только одно. Найти этого мелкого неуправляемого паршивца. Уберите его с моего мостика. Не желаю видеть его рожу. Ты под домашним арестом. Общекорабельное вещание. Сэр, на весь корабль. Пожалуйста. Всему экипажу, говорит капитан. Если вдруг кто-то из вас забыл о своих обязанностях, давайте-ка я вам напомню. На борту моего корабля посторонний. Глаза разуй. Его поиски имеют наивысший приоритет. Он недисциплинирован, непокорный. Всему персоналу приказывается найти и задержать его. Он думает, что умнее нас. Бросает нам вызов. Ему нужно преподать урок. Делайте все, что сочтете нужным. Это Маккена. Я не знала, кого еще позвать. Думаю, что ему знакомы эти волны. Кажется, что он боится все сильнее с каждым ударом. А что с вами? Похоже, что вы подрались. А, да. И это я начала. Он точно это чем-то заслужил. Не-не-не-не, все хорошо. Все хорошо.
Что бы это ни были за импульсы, с ними просто невозможно думать. Становится все сложнее сдерживать свой гнев. А может, сдерживать гнев как раз и не нужно? Мы не можем подавить эмоции, так зачем пытаться? Надо воздействовать на проекционные зоны. Но как? Индукторы альфа-волн. Они используются при психологических травмах. У Маккоя они есть, но нельзя просто пойти туда и взять их. Маккоя я беру на себя. Черт побери, доктор! С чего вы взяли, что можете врываться в мой лазарет как к себе? Сара? Мне нужны носимые индукторы альфа-волн. Все, что есть. Мистер Скотт? Чем это вы заняты? Я приказал перерыть корабль в поисках этой твари. Не указывай мне, как делать свою работу. Ты же хочешь, чтобы я починил двигатели, да? Двигатели не важны. Да ну? Ну так я тебе покажу, кто тут не важен. Ты отправляешься на губу? Я подумал, что Неота могла бы помочь в общении с этим чужаком. Узди. Его зовут Узди. Я пробовал подстроить переводчик, но он ничего не говорит. Думаю, что он сбежал с того корабля. Значит, он ищет убежище здесь. Может быть, нам найти его для него? Инженерная. Проходя сквозь Энтерпрайз, волны рассеиваются. Если поместить чужака Узди на корму, то вражескому кораблю будет труднее найти его. Но даже если мы отправим его туда, надо как-то очистить машинный зал. Сделаю пару изменений, подкручу немного мою лингвистическую матрицу. Но как нам провести его в инженерную? Полагаю, что мне стоит подружиться с оператором транспортера. Не веди эту тварь. Внимание! У нас утечка в системе охлаждения варп-ядра. Всему персоналу покинуть инженерную палубу. Мистер Скотт же на гауптвахте. Встретимся через 5 минут в транспортаторной. Повторяю, утечка в системе охлаждения. Всем инженерам немедленно покинуть палубу. Повторяю, утечка в системе охлаждения. Всем инженерам немедленно покинуть палубу. Повторяю, утечка в системе охлаждения. Всем инженерам немедленно покинуть палубу. Хорошо, что на нашей стороне. Повторяю, утечка в системе охлаждения. Всем инженерам немедленно покинуть палубу. Повторяю, утечка в системе охлаждения. Всем инженерам немедленно покинуть палубу. Дикерсон, заблокируй дверь. Есть. Эй, все в порядке. Так, только посмотрите. Отойти от консоли. Отставить этот приказ. Я сказал отойти от консоли! Сэр, но я не... Барбара? Это же я. Опусти фазер. Он получит то, что заслужил. Почему? Почему? Дай мне одеть тебе это. Ладно? Верь мне. Кирк Смит, я хочу знать, когда транспортаторные возьмут под контроль.
Смит! Транспортаторная под контролем? Теперь да. Все в порядке, я здесь. Я понимаю, Сди. Я понимаю. Как он? Пока нормально. Какой план? Вон! Нет! Нет! Капитан! Мостик к капитану Кирку! Мостик к капитану Кирку! Слушаю, мостик. Сэр, вражеское судно быстро приближается, но это не корабль. Включи его сюда. Журнал капитана. Дополнение. Энтерпрайз лицом к лицу столкнулся с существом, заполняющим корабль энергетическими волнами. И УЗДИ, наш безбилетник, похоже, относится к тому же виду. Спок? Капитан. Что нам о нем известно? Определенно, организм того же типа, что и наш гость, но, очевидно, намного большего масштаба. Как взрослый ребенок. Считай на 80%. Основываясь на наших ощущениях, капитан, разумно предположить, что существо сильно разозлилось и желает возвращения УЗДИ. С возвращением, мистер Скотт, нам нужны двигатели в рабочем состоянии. Капитан, то, как я себя вел... Потом тебя уволю. Приступай к работе. Лейтенант, откройте канал. Внести изменения в переводчик. Есть, сэр. Инопланетное существо. Это капитан Джеймс Ти Кирк с корабля Федерации Энтерпрайз. Немедленно прекратите атаку на наш корабль. На всех частотах никакого ответа, сэр. Капитан! Передние щиты на 50%, фазеры отключились. Навигационная система не работает. Нам не сбежать. Логическое решение — выдать существу УЗДИ. Капитан, нельзя! Структура. Область на спине. Похоже, она генерирует эти волны. Логичное предположение, капитан. Зарядить фотонные торпеды. Цельтесь в эту область. Торпеды заряжены и готовы. Огонь. УЗДИ, защитить. Нет. Нет, здесь ты в безопасности. Моя должен защитить. Нет.
Пожалуйста, не ходи туда. Пожалуйста, пожалуйста, не ходи. Прямое попадание. Его биосигналы колеблются. Похоже, мы его ранили. Враг ускоряется, он на курсе перехвата, капитан. Эта тварь собирается протаранить нас? Перезарядить торпеды. Капитан, родительская форма жизни, скорее всего, не выдержит еще одного попадания. А мы уверены, что это его родитель? Да. Это его отец. Где Узди? Капитан! Узди разместил себя точно между Энтерпрайзом и его отцом. Существо остановилось? Вернуться к желтой тревоге. Открыть канал. Неизвестное существо. Несомненно, вы должны понимать, что чуть не погибли сегодня. Как и мы все. Вы переполнили меня, всех нас, вашим гневом. И по какой-то причине этот гнев был направлен на вашего ребенка. Он был напуган, он прятался. И тем не менее он все еще защищал вас. Капитан, они уходят. Куда они направляются? Сегодня он спас своего отца. Только время покажет, дало ли это что-нибудь. Капитан, полагаю, что я должен принести вам искренние извинения. Ну, сейчас много чего происходит вокруг. Думаю, что всем на этом корабле стоит перед кем-нибудь извиниться. Я прощаю тебя. И прошу прощения за то, что стрелял в тебя. Я прощаю тебя. Хотя, в сложившихся обстоятельствах это было логичным решением. Должен признаться, что я немного разочарован своей неспособностью к самоконтролю. Но это не твоя вина, Спок. Уверен, что Маккой выставит мне счет за стену в лазарете. Этот счет стоит выставить мне. Что-то еще, капитан? Кстати, о разочаровании. Сэр? Я так привык к тому, что всегда могу убедить других словами.
взглянуть на вещи по-новому, просто произнеся зажигательную речь. И так неприятно оказаться ни на что не способным с отцом Узди. Неужели вы действительно ожидали, что сможете убедить его изменить глубоко укоренившееся поведение одними лишь словами? Ну, если так ставить вопрос, я и не знаю, чего я ожидал. Но я точно не ожидал молчания. Интересно, что могло бы изменить кого-то вроде него? В моих беседах с доктором Маккеной мы обсуждали множество различий между людьми, множество дорог, которыми все идут по жизни. Одни простые, другие нет. Но неоднократно отмечалось, что направить кого-то на незнакомый жизненный путь намного проще тому, кто сам однажды прошел этой дорогой. Мостик мистеру Споку. Это Спок. Сэр, я проводил сканирование, и кажется, я что-то заметил. Передайте на этот компьютер. Есть, сэр. Капитан, вы захотите это увидеть? Я просто хочу сказать вам обеим. Мне очень жаль. Я только что сама извинялась перед доктором Маккоем. Все в порядке. Это была не ты. Гневу несложно захватить хороших людей. Помните, мы хотели собраться и выпить? Что скажете? Да. Я догоню вас позже, девочки. Вольно, Мичман. Мы проанализировали ионный след пришельцев. Кажется, они из кометного облака неподалеку отсюда. Спок, вы готовы? Мы находимся в пределах досягаемости кометного облака, капитан. Замечательно. Лейтенант, открыть канал. Подключить корабельный переводчик к коммуникатору. Есть, сэр. Меня он не послушал. Но, возможно, послушает вас. Я не знаю, как вас зовут. Меня Элиза. Когда ваш сын пришел к нам, я поняла, что он выбрал меня не просто так. Но я не понимала, почему. Теперь понимаю. Твой сын очень, очень сильно любит тебя. Так же, как и я любила своего отца. И я верю всем сердцем, что ты не чудовище. Но каждый раз, когда ты обрушиваешь свой гнев на сына, в тебе все меньше остается от отца, что он любит. И все больше от монстра, что он боится. Пожалуйста. Пожалуйста, найди способ исцелиться. Потому что мой отец так и не смог. Исцелить. Исцелить. Любить. Измениться. Ради Узди. Измениться. Ради Узди.
Быть может, перемены начинаются, когда ты кого-то услышишь? Думаю, он вас услышал. Я надеюсь на это. Радиус Ди.